Всем добрый день! Сегодня мы поговорим о Рэе Чарльзе. Сам Фрэнк Синатра называл его исключительным гением в музыке. Он пианист, вокалист и автор песен в стиле джаз, блюз, рок-н-ролл и кантри, сплетающий эти стили в единое целое. Гениальность поставила его в один ряд с лучшими музыкантами 20 века и превратила в один из символов американской культуры. В свое время журнал Rolling Stone поставил его имя на 10-е место в списке бессмертных и на второе в сотне лучших вокалистов всех времен. Двадцать 23 сентября 30 года в маленьком городке Олбани, штата Джорджия, в семье Робинсонов родился мальчик Рэй Чарльз Робинсон. Семья Рэя была очень бедна. Как он сам говорил, даже среди других черных мы были на нижней ступеньке лестницы. Ниже нас только земля. Семья Рэя переехала в маленький поселок Гринвилл в Южной Флориде, когда ему было всего несколько месяцев. Отец не играл значительной роли в жизни Рэя, а через некоторое время после его рождения и вовсе бросил их семью. Когда Рэю было 5 лет, его брат Джордж, который был на год младше, начал тонуть в лохане, стоявшей на улице. Рэй, который был свидетелем этого случая, пытался ему помочь, но не смог ничего сделать. Джордж утонул, а Рэй, предположительно от перенесенного потрясения, постепенно начал слепнуть и в возрасте 7 лет ослеп полностью. Как утверждал сам Рэй, причина его слепоты так и осталась неизвестна, но есть данные о том, что это следствие глаукомы. Но впервые музыкальный талант Рэя начал проявляться еще в возрасте 3 лет. Этому содействовал хозяин ближайшей аптеки, игравший на пианино. Но после того, как Рэй ослеп, мать отдала его в школу-интернат для слепых. Там он научился азбуке Брайля и игре на нескольких музыкальных инструментах. Однако в 1945 году мама Рэя умерла, и некому стало платить за школу, поэтому он ее так и не закончил. И к 16 годам стал профессиональным тапером, выступая с группами музыкантов по всей Флориде. В 1947 году 17-летний Рэй, скопив $600, отправился в Сиэтл. Там он вместе с гитаристом Госсади МакГи основал группу и вскоре начал записываться в студии и сотрудничать с известным R&B исполнителем Лоулом Фулсоном и его группой, аккомпанируя им на пианино. А уже в 1949-м вышел его первый хит. I didn't mind my baby's warts if she played fair with me. She took advantage of my goodness and made a pitiful fool out of me. Потихоньку он стал набирать популярность, и в 1952 году музыкант начал сотрудничать с лейблом Atlantic Records. Его имя вскоре было сокращено до Рэя Чарльза, чтобы избежать путаницы с боксером Рэем Робинсоном. Ну а чуть раньше Рэй женился на Эйлен Уильямс, но уже через год их брак распался. В 1955-м Рэй женится вторично, теперь уже на Деле Беатрисе Ховард. Этот брак продержится до 1977-го. Ну а на студии «Атлантик» под руководством знаменитых продюсеров Ахмета Эртугюна и Джерри Векслера Рэй приступает к активному поиску своего уникального звучания. И уже в 1953-м он выпускает популярный сингл «Mess Around».
Эта композиция за короткое время была продана более чем миллионным тиражом. В это время репертуар Рэя состоял наполовину из госпелов со светскими текстами, наполовину из блюзовых баллад. Своим творчеством он способствовал саморазвитию популярности R&B и госпела среди широкой аудитории, привлекая новых слушателей, не только чернокожих, но и белых. Рэй был одним из первых музыкантов, популяризовавших традиционно черную музыку и сделавших эту музыку по-настоящему распространенной среди широких масс. Следующей вершины своей карьере Рэй достиг в 1955-м, когда сингл «I Got a Woman» поднялся до первого места в чартах. Многие считают, что именно с этой записи началось становление стиля соул, эдакой смеси блюза и госпела. Необходимо также уточнить, что первое место сингл занял не в общем национальном хит-параде, а в его черном подразделе, категории Rhythm Blues. Но в 1959 году творчество Рэя Чарльза вырвалось из этого гетто благодаря композиции What I Say. Этот хит родился случайно, когда Рэй выступал в ночном клубе Милуоки. Своя программа была уже отыграна, но оставалось неотработанное время. Музыкант начал импровизировать и наимпровизировал на все 12 минут целую композицию. Но на фирме Atlantic ее не оценили. Слишком длинная, слишком рискованно, заявили они. Рэй обиделся и за спиной Atlantic записал песню на радио. Когда после радиоэфира в фирме стало понятно, что они проморгали хит, в срочном порядке был выпущен сингл, естественно, в сокращенном виде. И он не только возглавил чарт R&B, но и ворвался в национальный хит-парад. Прямо на 6-е место. Но необходимо сказать, что находились радиостанции, которые наотрез не хотели ее крутить из-за слишком уж эротичного текста. На Atlantic поняли свою неправоту слишком поздно. Рэй был уже звездой и мог позволить себе не просто поменять лейбл, но и заключить очень выгодный контракт. И в компании ABC наш герой получил и творческую свободу, и высокую оплату. Купил себе в Беверли-Хиллз огромный особняк, и там же, в Беверли-Хиллз, он и прожил до самой смерти. Ну а на ABC Рэй принялся записывать песни ближе к стилю поп, приближаясь к мейнстриму. Для аранжировок стали использоваться биг-бенды, струнные оркестры, ну а на подпевке большой хор. Такие записи сильно контрастировали с камерным звучанием времен Atlantic. Первым шедевром стала песня «Georgia on my mind», вышедшая в 60-м году. Очень многие люди связывают эту песню именно с ним. Однако она была написана Хогом Кармайклом еще 30 лет назад и посвящалась его девушке. Однако, слушая версию Рэя, американцы стали воспринимать ее как обращение певца к своей родине, штату Джорджия. И популярность песни была настолько велика, что в 1979 году она официально стала гимном этого штата. При всем при том, что целых 2 десятка лет на своих гастролях Рэй Чарльз объезжал Джорджию стороной, выражая таким образом протест против расовой сегрегации.
Например, против того, что на концертах черных отсаживали отдельно от белых. Да что там Джорджия, если подобное было даже в школе для слепых. Georgia on My Mind, наверное, самая знаковая песня Рэя в США. Но задушевный соул оказался не так близок русской душе, как заводной ритм-блюз 61 года под названием «Hit the Road Jack». Выражение «Hit the Road» аналогично выражению «Rolling Stone» и означает бродягу, человека перекати поле. Собственно, и текст песни построен на шуточном диалоге непутевого прощелыги мужа и его жены, потерявшей терпение. Он, понятно, оправдывается, а она требует, чтобы он проваливал прочь. В общем, очень характерная бытовая ситуация. Забавно, что женскую партию в песне исполняла участница хора Рейлетс Марджи Хендрикс, с которой женатый Рэй Чарльз тогда состоял в любовной связи и даже зачал ей ребенка. И, кстати, слепота явно не мешала музыканту заводить многочисленные шашни. Поэтому из 12 детей Чарльза в законном браке было рождено всего 3. Но не амурно-семейные дрязги Рэя стали толчком к созданию песни. Ее автор Перси Мейфилд сам когда-то был певцом, пока сильно не обжег свое лицо в автокатастрофе. О выступлениях на публике пришлось забыть, и Перси переквалифицировался в автора. И в 1961 году именитый Рэй оценил талант Мейфилда, сделав его своим постоянным автором, и не прогадал. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. По тому же принципу и с тем же хором была построена композиция Unchain My Heart, хорошо известная у нас в версии Джо Кокера. Многие отмечали, что выступления Рэя Чарльза чем-то напоминают негритянские цирковые богослужения с запевом священника и хоровым ответом прихожан. В 1962 году он удивил свою, теперь уже гораздо более широкую аудиторию, издав знаменитейший альбом, который вошел в оборот музыки кантри, что в то время было невообразимо для чернокожего музыканта. It's useless to say. I'll just live my life. Dreams of yesterday. В 1965 году в Бостоне Рэй был арестован за хранение героина. От героина он был зависим уже в течение 20 лет. Рэй впервые начал употреблять наркотики в 16-летнем возрасте. Это долгие годы влияло как на карьеру, так и на личную жизнь музыканта. Это была, как он сам выразился, мартышка на его спине. К этому моменту у Рэя уже 3-й раз находили наркотики. В итоге он принял решение, что будет лечиться от наркомании в Лос-Анджелесской клинике, поэтому и не получил реального срока в тюрьме, а всего лишь год условно.
После этого Рэй окончательно бросил наркотики. Однако после этого изменился сам музыкант и его стиль. После отказа от наркотиков практически ничего выдающегося Рэй не написал, а пел лишь чужие песни. В 70-е годы его музыкальное творчество принималось критиками и слушателями неоднозначно. Некоторые песни были чрезвычайно популярны, в то время как другие так и остались непризнанными аудиторией. В это время он концентрировал внимание на живых выступлениях, а на студийных альбомах было весьма много проходного материала. Музыка становится более однообразной и вырисовывается уклон в сторону стиля кантри. В этот период наибольшую известность приобретает песня «America the Beautiful», впервые вышедшая на примечательном альбоме «The Message for People», первом политически окрашенном альбоме музыканта. Следующий заслуживающий внимания альбом вышел в 1975 году. В него вошла песня Стиви Уандера, записанная Рэем всего через несколько месяцев после выхода оригинала. За этот трек Рэй получает Грэмми. Сам Уандер очень высоко оценивал версию Чарльза, а также спел с ним эту песню дуэтом в 90-м году. В 80-х Рэй очень любил записывать дуэты. Ну а в 84-м выходит аж целый альбом, где Рэй записался с некоторыми модными в кантри-сообществе музыкантами, а также с такими столпами музыки, как Тони Беннет и Билли Джоэл. В это же время он снялся в эпизоде фильма «Братья Блюз». В 1985-м Рэй выступал во время инаугурации Рональда Рейгана. И с этим выступлением связан эпизод, позднее бросивший тень на его репутацию. Известно, что Рэй был убежденным демократом, а Рейган республиканцем. Выступать на этой инаугурации Рэй согласился только за неслыханно высокий по тем временам гонорар $100 000. Комментируя этот факт, агент Рэя Джо Адамс сказал, что за такие деньги Рэй бы выступил и на собрании Ку-Клукс-Клана. А позже он стал выступать во всевозможных шоу и участвовать в рекламных кампаниях. Чарльза приглашают в различные совместные проекты. В то же время продюсеры решают воспользоваться ростом его популярности и выпускают альбом, на котором записан кавер песни Леона Рассела, получивший премию Грэмми. Сочетавший элементы поп-музыки, соула и хип-хопа, этот альбом становится потрясающим. Однако, пожалуй, последним отчаянным прыжком Рэя в сторону молодой аудитории. В 96-м на открытии Олимпийских игр в Атланте Рэй исполняет свою классическую песню «Georgia on my mind». В этом же году он выступит и на инаугурации Билла Клинтона. Ну а в 2000-м Рэй в своем творчестве вернулся к джазу и выпустил композицию, посвященную Стиву Тару. Интересный случай произошел в 2002-м, когда Рэй участвовал в фестивале коньяка в Южной Франции.
Во время выступления один из фанов взбежал на сцену и начал исполнять одну из песен Рэя акапелла. В знак своего уважения Рэй начал играть музыку этой песни. Ну а в мае 2003 года Чарльз провел свой 10-тысячный по счету концерт. И последнее выступление произошло 30 апреля 2004 в его любимом Лос-Анджелесе. Здоровье Рэя было подорвано операцией на бедре, от которой он долго не мог оправиться. Несмотря на болезнь, он продолжал работу над альбомом, однако не успел. Рэй умер на 74-м году жизни в своем доме в Беверли-Хиллз. Причиной его смерти стала долгая и тяжелая болезнь, по-видимому, рак печени, который стал проявляться еще в 2002 году. По воспоминаниям Дэвида Ритца, последние месяцы Рэй уже не мог ходить и почти не говорил, но каждый день приезжал на собственную студию RPM и как мог делал свою работу. Через 2 месяца после его смерти вышел его последний альбом. Многие музыканты, актеры и политические деятели заслуженно называют его королем соула. Он выпустил множество пластинок, и некоторые из них вышли после его смерти. Очень хорошо биография певца отражена в фильме «Рэй». Сам музыкант совсем чуть-чуть не дожил до премьеры своего биографического фильма, но знал о нем, участвовал в записи саундтрека и даже читал сценарий, который специально для него распечатали шрифтом Брайля. В главной роли снялся Джейми Фокс, награжденный за эту работу Оскаром. Ведь иногда фото актера в этой роли путают с фотографиями самого музыканта. Рэй является ключевой фигурой в развитии современной музыки и часто включается в различные символические списки лучших музыкантов 20 века. Певец Билли Джоэл как-то сказал: «Это может прозвучать кощунственно, но я считаю, что Рэй Чарльз был важнее, чем Элвис Пресли». Я не знаю, был ли Рэй одним из создателей рок-н-ролла, но он определенно был первым во многих вещах. Он разрушил границы между черными и белыми стилями. Возможно, потому, что просто не видел этих границ.